Сегодня нас ожидает обзор на игру Stray. Игру про котика, в которой мы попали в киберпанковое настоящее и пытаемся выжить. Я хотел бы рассказать свои впечатления об этой игре и, в принципе, дать свою какую-то оценку. Ну что ж, во-первых, данная игра вышла недавно, вышла она 19 июля 2022 года, но сейчас хайп на нее немножко поутих, поэтому я и решил записать на нее обзор сейчас, чтобы он просто не потерялся в тонне других, которые выходили до этого. Игра это от третьего лица. Играем мы за вот такого вот рыжего котяру, который вместе с роботом пытается выбраться из данного города и пытается выжить. Игра, в принципе, для средних компьютеров. Я оставлю здесь системные требования. У меня игра работает в принципе нормально, но иногда можете заметить подвисание. Это все из-за видеокарты и недостатка оперативной памяти. Вот. Игра, в принципе, очень душевная. Я бы даже сказал, игра для всей семьи. Здесь нет каких-то страшных, жутких моментов. То есть подойдет как детям, так и взрослым, которые после трудовых будней, либо просто устали от игр, в которых нужна четкая реакция и нужно делать все быстро. То есть игра просто для расслабления. Ничего такого сверхсложного от вас тут не требуется. То есть это просто посидеть, отдохнуть, вот так вот вечерок, два, и почувствовать себя в теле котика. Также еще одним плюсом данной игры могу выделить то, что здесь можно драть ковры и диваны. Вот, и выглядит это очень даже реалистично. Но где есть плюсы, там есть и минусы. Один из минусов данной игры то, что хоть это игра про котика, которая позиционировалась как кот, гуляющий сам по себе, но он не гуляет сам по себе, потому что прыжки здесь в строго отведенные места. То есть мы не можем просто так бежать и прыгнуть. То есть только туда, куда нам разрешает прыгать разработчик. И никак по-другому. В принципе, это считается минусом, потому что коты очень свободолюбивые такие персонажи, но здесь их свобода явно ограничена. И это минус. Еще один минус этой игры то, что здесь все очень плохо с геймплейной частью. То есть, по сути, есть миссии, есть какие-то головоломки, но не до конца объясняется, что это, зачем это, и очень много затянутых моментов, которые могут в некоторых местах показаться скучными. Из плюсов могу также отметить то, что данная игра является первым в своем роде кошачьим симулятором. Больше подобных игр я не видел. Может быть, они есть? Напишите в комментариях, буду рад ознакомиться. Игры подобного плана мне очень и очень нравятся. Ознакомился я со Stray, в принципе, по этому же принципу, как и многие люди. Но я бы сказал так, идея игры хорошая, но реализация, скажем так, немножко хромает. Потому что можно было бы сделать что-то и пооригинальнее. Игра эта очень хорошо стрельнула на моменте выхода, то есть все как бы круто, но есть нюанс. В данный момент хайп от этой игры уже прошел. Сейчас, я бы даже сказал, очень много людей про нее уже попросту забыли. Как я это, по крайней мере, вижу, разработчик не ставил целью сделать игру, которую будут помнить, в которую будут играть долгое-долгое время. То есть здесь просто как бы залутали денег и, по сути, выпустили
продукт, который на довольно малую аудиторию, большое количество людей в нее все равно играть как бы не будут. Это, скажем так, узконаправленный продукт. Но при этом не могу сказать, что он плохой. Понравится детям, понравится людям, которые любят игры для релакса и расслабления, но я думаю, не больше. Очередная копирка под Киберпанк. Не могу сказать, что это плохо, но также не могу сказать, что это хорошо, потому что у нас уже есть Киберпанк, каким бы он ни был недоработанным, но он уже есть. И делать, я бы так сказал, пародию на Киберпанк в животном мире, ну, мне кажется, могли бы сделать что-нибудь пооригинальнее. Кстати, еще один момент. Если скидываешь что-то, то ты прям видишь, как это летит, разбивается на осколочки. Также, когда я пробегал по краске в начале видео, там оставались лапки. То есть, ну, сама по себе реализация, она на хорошем уровне. Но можно было бы сделать это чуточку пооригинальнее. То есть я могу сказать, что от этой игры, хоть она и расслабляющая, но все равно от нее малость устаешь, потому что все однообразно. Также на моем канале есть 3 серии прохождения данной игры. Остальные серии также уже записаны, но я их не выкладываю по причине того, что все целиком и полностью зависит от вашей заинтересованности. Поэтому, если вы хотите увидеть полное прохождение Stray, чтобы я его выложил, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а в том числе и видео по котику. Пишите комментарии, то, что вы заинтересованы. Мне очень важна ваша обратная связь. Ну и тогда, соответственно, мы с вами увидим полную версию прохождения в моем исполнении. Краткий вердикт по игре. Игра достойная на существование. Игра, которая поможет скрасить вам 2, 3, 4 вечера. Ну, я думаю, за это время вы как раз ее и пройдете. Игра, которая, я бы сказал, останется проходником, потому что, ну, вы ее пройдете, вы поиграете, все хорошо, но с вероятностью в очень много процентов вы довольно быстро ее забудете, потому что здесь нечему запоминаться, кроме вот этого вот рыженького красавца. В игре могу поставить, наверное, 5 из 10. Как бы это игра, которая выполнена хорошо, но при этом ей немножко не хватает по реализации, наверное. То есть идея хорошая, реализация хромает. Это все, что я могу сказать. Игра для средних компьютеров. В принципе, если у вас более-менее нормальное железо на 22 год, она у вас пойдет, и вы, в принципе, сможете насладиться данной игрой. Также в начале игры при запуске нам показывается сообщение, что в Stray лучше играть с геймпадом. Возможно, но я играю с клавиатуры, потому что мой геймпад игра попросту не видит. В чем причина, я не знаю. Также пробовал разобраться, но не получилось. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы играете с геймпадом, может получиться так, что игра попросту не увидит ваш геймпад, и вам все равно придется играть с клавиатуры. Кстати, еще один минус игре. Но при этом оценка моя не меняется, 5 из 10. Если хотите увидеть полное прохождение, подписывайтесь на канал, и мы с вами его организуем. Ну что ж, всем спасибо, всем удачи и пока. Увидимся в следующих видеороликах.